Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на вопросы, инструменты для улучшения вашей жизни, а также практики, настрои, медитации и ритуалы для исполнения любых желаний, достижения любых целей, ну и, конечно, избавления от всего, что вам мешает жить счастливо. И все в ваших руках, только вы решаете, что с вами происходит. Ведь что вы излучаете, то вы и привлекаете. Помните об этом. И всегда старайтесь осознанно принимать решения, не давая эмоциям закрывать вас от истины. Но сегодня посмотрим 3 важных аспекта ближайшего будущего. Посмотрим, что же нам покажут карты в самое ближайшее время, что основное и важное для вас. Сосредоточьтесь на себе любимых, как всегда. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. Ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Больше улыбок, больше причин для улыбок пришлет вам жизнь. Давайте посмотрим. И первый важный аспект ближайшего будущего здесь. И самый первый аспект ближайшего будущего – это здоровая конкуренция. Это то, что первое я вижу, это то, что касается бизнеса. В ближайшее время почувствуйте вкус здоровой конкуренции. Что можно посоветовать? Со своими конкурентами надо дружить. Всегда. По той простой причине, что взаимообмен информацией, взаимообмен именно какими-то советами дает хороший толчок как для вас, так и для бизнеса вашего конкурента. Ну и смотрите, когда ваш конкурент знает о вашем бизнесе и знает, например, какими сервисами вы торгуете, чем вы торгуете, как вы это, что у вас, тогда если у конкурента этого нет, он обязательно пошлет человека к вам. И по крайней мере одну продажу вы получите. Дальше уже как вы себя поведете. А вот если вы посылаете клиента к вашему сопернику, к конкуренту, то большая вероятность, что человек в следующий раз обратится именно к вам. Поэтому этот взаимообмен только лучше для вас. Я уже это знаю на своем опыте. Я в прекрасных отношениях с многими тарологами, и мы обмениваемся именно сервисами. Я, например, делаю какие-то такие практики, которые кто-то другой не делает, соответственно, клиента посылают ко мне. И таким же образом vice versa. Я делаю то же самое. Это первое и очень важное для бизнеса. Также здесь я могу сказать, что очень важно в самом ближайшем будущем перестать бороться. Это не значит опустить руки и просто плыть по течению. Нужно плыть по течению вариантов. Что это значит? Это значит, что не борясь с тем, что происходит, надо остановиться и включить анализ и увидеть все возможные выходы, проходы из ситуаций. Из каких-то разговоров, отношений, чего-то, что с вами происходит. Потому что в самом ближайшем будущем вам понадобится вся выдержка, которая у вас есть, для того, чтобы, можно сказать, противостоять стрессу. Ну, а стресс из-за того, что вы реагируете на все бурно. Ну и ваша бурная реакция вовлекает вас в стресс. Поэтому будьте осторожны, будьте осмотрительны и, конечно же, хорошо подумайте, прежде чем взрываться. Это первое, что я вижу. Второй важный аспект.
Второй важный аспект, я вижу, ну, он связан, конечно, с первым аспектом. Если что-то не так, как вы запланировали, если сценарий не такой, как вы себе его нарисовали, это вот то, что будет происходить в самое ближайшее время, и вы будете сильно переживать и будете винить всех, вся, ну и включая себя. Хотя смена сценария никак не влияет на конечный результат. И тут нужна адаптация к тому, что происходит. Вот это то, чем вам придется заниматься в ближайшее время. И даже если, по вашему мнению, вы сделали шаг назад, исходя из того, что будет происходить, перезагрузитесь, успокойтесь. И здесь самое главное в ближайшем будущем – это ваше спокойствие и ваш анализ. Включайте анализ, включайте интуицию, спрашивайте людей. И собрав все это воедино, вы сможете найти достойный выход из ситуации и продолжать двигаться. Хотя, как я уже сказала, смена сценария никак не влияет на результат. Главное понимать, что нужна гибкость, и при любом сценарии вы движетесь к достижению цели, вы движетесь к тому, чего вы хотите. И опять же, тут может быть как ситуация в целом, а так что-то точечное, чего вы пытаетесь достичь. Ну и третий важный аспект ближайшего будущего. Не всегда один в поле воин, это первое, что я могу сказать. Иногда надо делегировать обязанности, но делегировать это таким образом, чтобы вы могли заниматься чем-то другим, зная, что все делается так, как вы заказали. Давайте так. Вот по соседним картам понимаю еще, что нелегко вам доверять другим людям. Ну, скорее всего, из-за того, что в прошлом были ситуации, что то, что вы делегировали, не было сделано таким образом, как вы хотели. Тут вступает в силу ваше отношение к себе. Вот так, как вы относитесь к себе, вот так же идет и отношение к вам. Подумайте об этом. Также в ближайшее будущее важно создавать себе пространство, создавать себе моменты, когда вы можете просто расслабиться, ни о чем не думать и не быть, чтобы вас никто не дергал с разных сторон. Вам этого захочется, вам захочется покоя, вам захочется именно своего личного пространства в самое ближайшее время. И очень важно сделать себе это пространство. Это все на благо вам прежде всего. Ну и ваше прекрасное состояние уже пойдет и на благо вам, и всем вокруг.